Еп. Пау! Всем привет, ребята! Так, сейчас я мигалочку свою выключу. Отлично. Так, ну что, добро пожаловать к нам на стрим. Сегодня будем обсуждать, как работает самый интересный, на мой взгляд, и загадочный Pocket 35 Speak от компании Teenage Engineering. Я пригласил 3 замечательных артистов, которые активно пользуются этим покетом. И мы сегодня с ними поговорим о том, как они их используют, что вообще он им дает, получается ли делать с ним треки и всякое такое. Привет, Марк, у нас сегодня есть модератор, замечательный Марк. Привет. Да. Привет. Hello, everyone. Да, помогай мне, пожалуйста, с английским немного. We will be speaking Russian on the stream, and there will be subtitles, I guess, in a week. Now you can just enjoy the visuals and the stream itself. Так, ребят, давайте я переключусь на параллельную камерку, где у нас будет виден и чатик. Да, кстати, добро пожаловать в мой замок. Как вам интро? Видели, в каком я замке сейчас нахожусь? Тут привидений много, кстати. Ну ладно. Подождите, давайте-ка начнем с просмотра замечательного интро от Марка, от нашего сегодняшнего модератора. Он подготовил классное приглашение. Вот, к сожалению, жалко, что поздновато, но давайте обязательно его сейчас посмотрим и посмеемся вместе. Это, конечно, шедевр. Опа! Привет! My name is Mark. Some time ago I used to play these instruments, but I had to sell them to pay for my apartment. People ask me, why calculators? I not answered, just smiled. They buy PO35 and see it have vocoder, synthesizer, make patterns in major, minor, Arabic and blues, and many more. They say, Mark, why you not tell before? I said, you just try yourself. But how try when no understand? Okay. Tonight, 9 p.m. European time, 10 p.m. Moscow time. Welcome to stream on Teenage Engineering official YouTube channel. 3 artists from Russia sharing life hacks and experience on using PO35 Speak. And don't be afraid. See you tonight. До свидания. Очень круто, Марк. Слушай, ты где-то у себя дома где-то снимал? Около дома или как? Да, рядом с домом, да. Обалденно, очень круто. Что ж, давайте потихонечку переходить к нашему изучению покета. И первым нашим гостем будет Эль Пако. Сейчас включу небольшое интро. Эй, меня зовут Игорь Эль Пако, я музыкальный продюсер из Москвы, я предпочитаю работать доллес. Я люблю чувствовать музыку пальцами и не люблю водить мышкой по экрану. Собственно, моя основная техника — это АК, MPC, Force, потому что именно она позволяет делать полный музыкальный продакшн внутри. Но не так давно я познакомился с такой штукой, как Pocket оператор от Teenage Engineering. Вы знаете, в этой машинке, в 33-м, есть почти весь основной функционал MPC. Она умеет сэмплировать, резать и создавать офигенные крутые биты, на самом деле, прям вот внутри на батарейках. Вот эта штука оказалась таким хорошим портативным аналогом всеми любимого Roland 808, 909, да, собственно, любой драм-машины. И точно так же позволяет делать грувы прямо вот кончиками пальцев. Ну а вот этот малыш был мной приобретен за уникальные эффекты на голосе, которые позволяют вас почувствовать себя одним из команды мьюзик-инструктора. Вы знаете, о чем я говорю, да? И, собственно, я люблю его за это. Давайте поговорим об этом подробнее. Ищите меня в интернетах. ELPAKO. Эль Пако. Peace. Воу, привет, Эль Пако. Как, слышно? Привет. Слышно хорошо, меня как слышно? Да, тебя тоже отлично слышно. Классное интро. Ты поделился тем, что работаешь на MPC Akai, да, и еще параллельно вот разнообразил это все дело как раз покетами. Так и есть, да, у меня Akai большие, но покеты — это, собственно, маленькие Akai. Это на самом деле довольно классно, потому что для меня это удивление было, что, оказывается, можно так дешево и так компактно приобрести плюс-минус. Понятно, что не тот же, но очень, скажем так, похожий рабочий функционал. Расскажи, ты вот насколько часто вообще пользуешься этим вот 35-м или там 33-м? 33-й всегда лежит с собой, 35-й тоже всегда удобно.
сумки, они же ничего вообще не занимают, никакого места. У меня специальная коробочка для них есть такая, типа противоударная. И, собственно говоря, там они все постоянно валяются. Ездил в путешествие, брал с собой тоже, да, делал ролики на них. Согласен полностью, что место не занимает и не отсвечивает, вот, и при этом, кстати, качественный звук. И по поводу 35-го, ты насколько часто вообще его используешь? Потому что, ну вот мы уже с ребятами сошлись во мнении, что он на самом деле такой недооцененный покет оказался, то есть больше все предпочитают там 33-й или 32-й, ну вот из последней линейки, а на 35-й как-то забивают. Ну, на самом деле, действительно, это что называется workflow неочевидный, потому что 35-й, ну, я вообще признаюсь, я брал 35-й, потому что я очень люблю Music Instructor, и, в общем-то, вот этот вот брейкбит 90-х, все эти фразы на вокодере и то количество разнообразных вокодеров, ну, как минимум 8 штук, которые дает этот покет, оно, конечно, меня просто прям восхищает. Вот. Да. Ну и, в принципе, мало кто понимает, что если просто сделать звук «а» и наложить на него, собственно, любой из этих эффектов, вы получите отличный гранулярный синтезатор, по большому счету, и который будет работать причем в скейлах. И вот самый главный момент, то, что когда вы выставляете скейл, он ваш голос или ваш тот сэмпл, который вы туда записали, он его раскладывает по скейлу. И, грубо говоря, если у вас там фа майнер, то у вас на цифре 13 будет нота фа. Это очень удобно. По поводу, кстати, грануляра, еще вот где-то ты встречал такие техники вот, гранулярного синтеза в каких-то маленьких устройствах? Вообще нет. На самом деле, это, как объяснить-то, это есть разные типы устройств. Есть типы устройств, которые типа комбайны. Там можно сделать все, но чтобы хоть что-то сделать, нужно прям вот вложить, что называется, туда душу. Да, на покете вы зажимаете 2 клавиши, записываете какой-то звук, тут же нажимаете FX-эффект и получаете на выходе результат. В принципе, перебираете эффекты, тут же укладываете их в матрицу и уже перебираете эффекты для лайв-сетов. Вот, собственно, вся техника. Очень круто. Вот для лайвов я, кстати, 35-й использую обычно как вот бас, ну, либо, конечно, обработка вокала. Да, это прикольно. Я, конечно, обычно его сэмплирую. Вот, для меня это как бы источник сэмплов. Я редко его использую. То есть ты записываешь какой-то голос, да, или звук, и потом просто срезаешь сэмпл у него для Акая? Ну, чаще всего это все-таки голос. Да, и вот я упомянул Music Instructor, все эти фразы, типа там, не знаю, Sonic, Music, что-нибудь такое. Да. В стиле с вокодером, это прям огонь. И да, их очень удобно просто положить на пэд. Мне вот стреляют сзади, надеюсь, вам их не слышно. А у меня тоже есть, подожди. Собственно, чаще всего, да, просто фразы конкретные выкладываю, они сразу у меня в ноте, в какой мне нужно. Потом из них просто строю какие-то песенки. Вот. А именно в лайве, ну, кстати, вот в сегодняшнем лайве я использую его как живую штуку. Да, в заключение просто сказать, что это единственный из покетов, который позволяет, во-первых, записать сэмпл прямо с микрофона, и мало кто вообще просто, мне кажется, представляет. Я понимаю, что есть отдельно увлеченные музыканты, которые пишут там атмосферу всяких зумов, ну, в смысле, потом домой приходят, как-то их используют. Вот эти вот штуки, они позволяют писать вот через микрофончик. Не знаю, я сэмплировал цикад в Крыму, я сэмплировал текущую реку, вот, и тут же из этого всего я делал, то есть, ну, чтобы вы понимали, прям совсем тут же из этого всего я сделал какие-то там биточки, какую-то музыку, это прям максимально круто. А в случае с покетом вы сэмплируете звук, и вам не нужно на слух его искать, вы просто выставляете скейл, и он автоматически вам раскладывает по ZD-звук, он его, конечно же, изменяет определенным образом и раскладывает по скейлу, поэтому он реально уникальный. То есть такой технологии вообще, я даже у старших братьев такой технологии мало где знаю, везде нужно определить скейл сэмпла, а он сам. Кстати, еще один момент, об этом тоже мало почему-то кто пишет. Мы знаем, что в тоник можно грузить из микротоника звуки, так вот в спик тоже можно грузить звуки из микротоника. Да. Вот на этот вот единственный 16-й канал, который здесь отвечает за драмку, это второй голос. Здесь всего 2 голоса, кто не знает. Вот. И сюда тоже можно грузить кастомные звуки из микротоника. Вот один паттерн, как минимум, на 1 голос. Вот мне внутренние драмы вот именно в спике очень нравятся. То есть я их даже не перезаписывал ни разу. Вот там настолько качественные бочки. Ну вот сейчас даже пошумлю. Да, на самом деле и достаточно вот внутренних драм-звуков
которые есть в пике, чтобы уже делать какие-то треки, то есть независимо, там, не имея тоник или еще чего-то. Плюс я его соединял тут патчами с другими пакет-операторами, очень круто из него именно какой-то эффект достать такой, далеко идущий, скажем так. А у тебя, кстати же, есть обзор на канале про все 3. Есть, да, большой обзор, действительно такой достаточно подробный, с туториалами. Марк, скинь, пожалуйста, в чатик ссылочку на YouTube, вот, там можете найти, у Ильпака есть прямо на 3 покета, вот на эту метал-серию, да, по-моему, она называется, когда... Да, Metal Series Bundle. Да, подробно рассказывает. И, кстати, у тебя классный инстаграмчик, сейчас я тоже на стрим выведу его. Пум. Вот, тоже рекомендую пройти по ссылочкам, посмотрите, как Ильпака вообще делает музыку, и заходите на его YouTube-канал, потому что такой информации, как у Игоря, нигде, мне кажется, я и не видел больше. Да. Flawless Music, музыка, погружение в синтез, в всякие мелкости, тонкости и так далее. Игорь, спасибо тебе. Давай тогда посмотрим лайв, и потом ты не отключайся, еще с тобой поболтаем.
Обалденно. То есть вот как раз о чем ты и говорил, да? Использовал вокальные вот эти вставки в миксе. Да? Да, я, мягко говоря, не умею брать ноты, к сожалению, так и не научился петь. Вот, собственно, Pocket мне позволяет использовать свой именно вокал, вот так вот в ноте, как положено, прямо в гармонии. А ты при этом как говоришь, типа, ну, обычным голосом, типа, или как-то делаешь низкий? Ну да, просто you have to save your life. А, да? И из этого такой эпичный прямо саунд получается. Да. Вау, слушай, прям здорово. Да. Очень-очень классный такой атмосферный трек. Вот тут как раз ребята пишут, что классно, уши радуются. Вот что пишут. Мне понравилось прям на дому приятно. лучше, чем в клубе чил. А, на дому лучше, чем в клубе, да. Ох, правда. Будешь выкладывать куда-то этот трек? Да, обязательно. Как минимум на свой канал в виде очередного джема. Отлично. Классно получился. Просто. То есть история такая, что надо было сделать вот красивую, скажем так, подготовить штуку, и я вот взял, собственно, оператор. Почему-то эта фраза пришла мне на ум, и, собственно, вокруг нее вот это все выстроилось. Что за фраза еще раз? Я попробую ее воспроизвести сейчас полностью. Надеюсь, будет слышно. Да. Life is most original thing that you have to save. You know, man, you have to save your life. Жизнь — это самая важная штука, которую стоит сохранить, поэтому, мужик, ты должен сохранить свою жизнь. Концептуально. Красиво. Да, очень. Да, заходите к Да, на Альпак каналчике обязательно. в инсте. Да, и в инсте, в ютубчик, вот, следите, делает классные штуки. И говорит, ну тогда что, давай будем с тобой на связи, продолжай, пожалуйста, делать и делись с нами творчеством. Окей, мир, труд, май. Круто. Спасибо тебе большое за время, и что успел подготовить такой замечательный лайв и интро, и вообще все на свете. Спасибо тебе огромное, реально круто. Спасибо, Игорь. Всегда пожалуйста. Все, peace. Пока. Вау, ну что, ребят, вообще классно начали. Друзья, ну давайте пригласим нашего следующего гостя, который поделится с нами своими фишечками и секретами по использованию Pocket 35 Speak. И это будет... Так, ну я сейчас интро вам все расскажет вместо меня. Привет, меня зовут Кирилл. Сейчас я живу в городе-курорте Сочи на берегу Черного моря. С детства я влюблен в электронную музыку. Но при попытках получить музыкальное образование мой отец полицейский отвечал, что музыканты ему в доме не нужны. Поэтому я поступил в театральный институт и закончил его. В вузе я еще больше влюбился в музыку, а точнее в синтез музыки и театра. И после института стал активно исследовать эту тему. В попытках найти оригинальный музыкальный инструмент для работы над спектаклями и перформансами я наткнулся на серию ПО и влюбился в нее без остатка. Это волшебство одной маленькой схемы, которая позволяет на лету вытворять нереальные вещи. Позже я обзавелся синтезатором OPZ, который помогает мне сочинять еще более сюрреалистичную музыку и удивлять моих зрителей. Но это совсем другая история. Трикстер, ты подключился. Раз. О! Да-да-да, Паш. О, привет! Здравствуй. Кирилл, слышно? Да. Отлично, тебя тоже слышно. Слушай, ну расскажи про свой опыт использования Покета и вообще, как давно ли ты познакомился с тинейджами и насколько они внедрились в твою жизнь? С тинейджами я вообще за тинейджами слежу с 2012 года. Вот. Я помню, тогда только вот OP1 появился. Да. Ну, я имею в виду на обзорчиках. Вот, и, конечно, потом я уже увидел их покет-операторы. Вот. История моя вообще приобретения именно спика, это все благодаря магазину MagMag. Зайдя в него, я не мог выбрать между 33-м и 35-м. Ага. На тот момент у меня уже была ОПЗ. И чудесный продавец мне сказал, типа, а для чего тебе 33-й? У тебя же есть ОПЗшка, типа, возьми себе спик и не парься. Вот, и за что я хочу сказать им действительно большое спасибо, потому что, да, я сейчас, конечно, уже нацелен на приобретение 33-го, но я рад, что я взял 35-й, точнее, я взял 137-й. Это аналог, кстати.
35-го, но мы сейчас Да-да-да, поговорим о нюансах. И он всегда со мной, всегда находится в моей поясной сумочке, и им всегда можно удивить. То есть ОПЗ это, конечно, тоже можно носить с собой, но вот Pocket, он вообще вечный мой спутник и постоянно находится со мной. О, это За так что- мило. Как Пикачу. Кирилл, а можно спросить? Я правильно О. понимаю, что ты сейчас вместо микрофона OPZ держишь, так? Да, кстати. да. Было бы смешно, если просто Кирилл его держал. Вот. Просто. Просто для прикола, да, типа, Да. у меня есть ОПЗ. Он мне всегда с собой. Вот, индикация, видите, идет. Уп, А, уп. удобно. Работает. То есть как интерфейс еще, да? Да. Вообще, что касается ОПЗ, это вообще отдельная тема. Это то, как ее можно использовать и вообще на что она способна. Я до сих пор открываю для себя эти безграничные вообще возможности ОПЗ. О, да, но мы, я думаю, еще как-нибудь соберемся, сделаем тоже какой-нибудь большой стрим про OPZ, потому что есть о чем поговорить, о всяких тонкостях и деталях. Слушай, Кирилл, а расскажи про 35-й как раз, точнее, у тебя 137-й же, правильно? Да, у меня 137-й, это лимитирка, то есть они сделали коллаб с создателями Рик и Морти, и по факту, как сказать, вот на форумах многие говорят, что это одно и то же устройство, но как раз-таки вот мое сегодняшнее открытие для многих это в том, что все-таки есть различия между 35-м и 137-м, Мгм. и оно не столь явно, но для многих это будет все-таки весомый факт. Это разница в двух эффектах. Как вообще это понять, в чем разница? Во всех покетах их можно бэкапить. То есть можно с них снять образ и записать видео аудиофайлом. Ну, с теми звуками, которые И сейчас потом- внутри. Да, Мгм. да, и причем и с пресетами, то есть и с паттернами теми же самыми. На форумах часто залит образ как раз-таки Рика Морти, так Ага. как это типа лимитирка и все такое. И вот совсем недавно я наткнулся на образ 35-й, наконец-то типа оригинальный, вот, и был очень сильно удивлен, потому что я не имел возможности ее щупать. И когда я залил, вот как раз-таки ты говорил в стриме, что звуки так круто подобраны, и на самом деле это так. То есть для меня это тоже оказалось очень приятной неожиданностью, что оригинальные звуки по 35, они настолько сочные, настолько не разноплановые, и настолько из них можно выжать многое, что это действительно завораживает. А вот что касается Рик и Морти, то звуки, которые здесь, они такие же превосходные, но если их модифицировать, то можно сказать, что они более сумасшедшие. То есть они как раз-таки в стиле Рика и Морти. Это вот такое вот очень... Вабл-дабл. Да, вобалдабное, как это сказать, по прыжкам, по вселенной. То есть и там такие же звуки все какие-то очень сумасшедшие. То есть ты накатил как раз на 137-й образ 35-го и понял, что там есть какая-то разница в эффектах. А, кстати, там есть разница в драм-партиях? Вот там звуки драмок одинаковые? Нет, звуки, кстати, звуки вообще разные. Драмок полностью разные. Драмки тоже другие, да? Давай посмотрим как раз видео, которое ты подготовил. Да, я вот сначала показал Сейчас на переключусь. 137-й, и все сделал на одном и том же сэмпле, на одном и том же просто простой квадратной бочки, вообще без всяких этого. Не знаю. Да, вот как раз сейчас Кирилл показывает о том, что... Вот, смотрите. Это FX на кнопке 12, он делает такое ускорение. Бу-бу-бу-бу-бу. Да. И вот второй FX на кнопке 9, он делает, да, вот такой, как это сказать, классный Не ты знаю, звук там нарезку выбрал. назови, нарезку Ба-ба-ба-ба-ба. как-то слазим. И теперь на 35-м, то есть на образе 35-го, оказывается, то есть образ 35-го, он изменяет не только саму начинку, но еще перепрошивает эффекты, как оказалось. Вот. Так, сейчас смотрим. Мгм. Это уже видео прошивки 35-го. Тот же сэмпл, да, ты взял?
Да, конечно, чтобы было понятно. Вот. 4 бочки. Вот, и видите, на 12-й кнопке вот этот эффект, он намного длиннее в разгоне. Да, он там каждый квадрат поднимается, то есть он как будто поднимается по ступени вверх. Да, прям долгая разбежка. А в 137-м он за квадрат это делает, да? Он с нижней ноты до верхней доходит. Да, очень близко. Да, я как раз таки показал видео, что у меня BPM выставлен один и тот же, то есть 120. То есть, типа, не имеет разницы, Какой основная BPM? скорость трека. Ага. То есть это все дело в эффект. Да, вот он, видишь, я тут очень долго показываю, потому что он реально очень долго разгоняется и доходит до потолка. Вот это, кстати, классно, потому что именно разгон на 35-м, вот он очень крутой, то есть для разнообразия вот партии очень здорово вот как раз перед дропом такие делать, но он очень долгий, реально очень долгий, и хочется вот поскорее, поэтому вот кто хотел что-то такое себе сделать, вот можете накатать 137-ю прошивку и попробовать, как это будет звучать. Да, я вообще очень часто экспериментирую с прошивками покетов. У тинейджеров много образов вообще для драмки. Я что-то даже не встречал именно сэмпл-паки под 35-й, ну и, соответственно, 137-й, именно, знаешь, такие авторские, вот там с прикольными какими-то аудиоголосами, вот именно чтобы внутри было что-то вшито. Мне вот так не попадалось. Записать качественный сэмпл, вот который как родные, то есть видно, что они прям на заводе, то есть они же подгоняются, тут же будет рассказываться, да, про секретное меню, про все такое, то есть это прямо стандартные сэмплы, они обладают другим немного качеством, но это тут все регулируется по поводу качества самой записи тоже в самом покете. Прикольно, что покет может это делать на ходу, но достичь эффекта типа заводских сэмплов надо постараться. Вот да, кстати, у меня большой вопрос именно, не знаю, попробую, кстати, это как-нибудь выяснить, кто у них делает эти встроенные звуки и паттерны, ну вот кто собирает, потому что они реально классно звучат, вот когда с завода ты открываешь, я имею в виду, купив любой покет, там вот классные эти пресеты, примеры. Вот интересно, как они, может, какую-то программку, кстати, используют или еще что-то. По объему памяти в 135-м больше памяти записи, чем в 33-м. Знаешь об этом? А сколько там? 120 секунд. Подожди, 2 минуты, что ли? Да, ну то есть это суммарно, опять же, как это пишет в документации. Еще мне что нравится в 35-м, это как раз вот, ну, обработка голоса, то есть реально, что бы ты туда ни залил, какой бы звук, из него можно выжать все что угодно. Это вообще, на самом деле, это очень многих людей и удивляет, во-первых, то есть, ну, вот этот покет, что ты можешь при них прямо записать сэмпл, при них его исказить, и они стоят, типа, недоумевают, типа, что, да. Во-первых, я говорю, самая главная фишка покетов, это то, что они настолько маленькие, что люди, не знающие вообще, что это такое, они просто недоумевают, как из такой машинки вообще доносится такой звук. У меня есть... Pocket 17, то есть это одна из самых первых серий, и вот последняя серия, у них намного громче звучат, то есть и прям очень жирный звук. Марк, есть ли какие-то в чатике, может, движения, вопросы или еще что-то? Ну, многие говорят, что не знали, что другие эффекты, отличие PO 137 и PO 35. Хотел, кстати, пояснить, вот в PO 35 120 секунд общая память. То есть на 8 секунд 15 слотов, по 8 секунд максимум. То есть в один слот можно только 8 секунд, да, записать? Максимум, да. И по поводу того, что как раз разные прошивки, вот можете тоже поэкспериментировать, у кого есть эти покеты, можете попробовать посмотреть, ну, откатиться всегда успейте. Да, главное, бэкап не забудьте вначале сделать со своими звуками. И, кстати, самое прикольное, что можно перепрошиваться с телефона спокойно. То есть он захватывает как раз микрофоном этот звуковой код? Нет, я имею в виду, типа, у меня вот сейчас есть прошивка прямо на айфоне, лежит в файлах, и при подключении просто в линию, то есть в покет, он его спокойно перепрошивает, то есть даже не нужен комп.
Понял. Мне даже кажется, что можно и без лайн-ина просто поднести звук к микрофону. Вот в тонике, в 32-м, так работает. Ты можешь прямо, ну, вот так поднести его к источнику звука с кодом, и он считает его без лайн-ина. Серьезно? Да. Не пробовал. Попробуй. Это тоже удобно, если там провода нет. У них даже на сайте есть такая штука, что типа вы вот так покетами встречаетесь и передаете друг другу информацию. Кирилл, ты подготовил для нас сегодня тоже лайв. Предлагаю его посмотреть, а потом не отключайся. С тобой обсудим. Russian style. This is 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 Russian style. 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 Кирилл, ты как, жив после таких прыжков-то? Не совсем я жив. Слушай, когда оказалось, что я уже стар для таких прыжков, но... This is Russian star, да? Ты стар. Класс, ты его как, за день, что ли, снял этот видосик с джемом? Да, я не успевал. Тут готовлюсь как раз-таки к открытию лагерной смены. И вот выбрал чутка. Вот, и как раз-таки специально для стрима я впервые сделал трек полностью сделанным на покете 137. Вау. А он, кстати, у тебя на какой прошивке был в этот момент? На 35-й. Вот, видите? Там есть вот там, потому что есть вот этот клевый звучок, похожий на мистер Ойза, знаешь? Да. А вот этот голос именно ты записывал, ну, сам, да? Просто начитал? Да, это мой голос, да. This is Russian style, как всегда. Как сказал Альпака, просто говоришь своим голосом и спокойненько. А он уже все делает, этот покет. Да, вот. Да. Читаю комментики, тут пишет: лучший, огонь, какое шикарное музло. Как Ленин, как вообще. Шикардос, amazing. Да, Ленин, к сожалению, пострадал после землетрясения здесь, которое было зимой. Вот, и у него отвалилось лицо. Ничего себе. Вот. Это ты был тогда там? Да, я его проспал. Вот. Было печально, что я проспал землетрясение. Нормально, ты крепко спишь, конечно. Кирилл, спасибо тебе еще раз огромное за такое шикарное видео. Будешь ли ты его выкладывать? Конечно, буду выкладывать в Инстаграм, конечно. Давайте сейчас я, кстати, Инстаграмчик-то запалим. Запалим Кирилла Инстаграмчик. Запалите. Так, сейчас я переключусь. Марк, а ты продублируй, пожалуйста, в чатик ребятам. Конечно. Вот такой русский стиль, вот, посмотрите. Его PZ. Кстати, Кирилл еще играет на Джидериду, правильно же? Диджериду. Давай, ждем тогда в инстаграмчике, везде видосик, все полайкаем. Да, обязательно. Паш, спасибо, что пригласил. Вообще, души. Да, тебе спасибо, что так заморочился и тоже за потраченное время для стрима. Вот, надеюсь... Да, и ребят, реально, правильно, как Паша сказал, 135 и 137 очень недооцененные покеты. Поэтому, если есть какие-то сомнения, отбросьте их прочь и бегом
за 135-ми, экспериментируйте, это реально самые сумасшедшие покеты. Кирилл, спасибо тебе. Все, я тебя обнимаю. До скорых встреч. Давай. До скорых встреч. Все, пока. Ну что, ребятки, вот это вообще русский стиль, как вам? Давайте потихонечку двигаться дальше, классно идем, вообще бодренько. У нас следующий гость нашей трансляции, тоже подготовил интро, давайте посмотрим. Привет, я Саня из Москвы. И... Не выходишь. Да, я очень люблю музыку. Уже лет так 13. Гитары, синтезаторы, девайсы, Teenage Engineering, вокал. Песни пишу. И быстрее, чем Ну типа. Йоу, встречайте Сашу. Саш, покажешься нам? Привет. Меня видно все, да? Да, все, пошла картинка. Привет. Рад тебя видеть. Слушай, Саша, у тебя такое насыщенное интро, ты так много чем занимаешься. Вообще, расскажи, как ты пришел к тинейджам, откуда вообще ты о них узнал? И, ну, я так понял, ты вообще гитарист изначально, да? Изначально, да, я больше занимался инструментальной музыкой. Электронная музыка была такая на уровне, наверное, типа там Fruity Loops, я что-то какие-то там делал эксперименты в нем. И это был какой-то такая дальняя облачная мечта, наверное, так бы сказал. И вот как-то раз, когда я уже понял, что какие-то нужны вот железяки мне, синтезаторные, я подумал, что надо что-то брать, что это не должен быть синтезатор в привычном народном понимании синтезатор, когда это Casio там типа за 5000, да, где можно нажимаешь кнопку play, и он играет типа классическую музыку тебе. Я подумал, что какая-то должна серьезная штука, я узнал, что есть такой девайс, OP1, что его, оказывается, используют всякие там мастодонты, типа Depeche Mode, например, вот, Иван Дорн, допустим. Вот, и с него начался в 2017 году вот мой путь к железякам. И, собственно, да, железяки как раз самые первые у меня были фирмы Teenage Engineering. После, когда вышел вот этот пак от Teenage Engineering, кажется, он называется Metallic пак. С набором покетов, да? Да. Три покета, да, Metal серия, да. Я прям, да, Metal серия прям загорелся мечтой, вот, какая просто невероятная штука. Я как бы слышал, что у Teenage Engineering до этого были калькуляторы, но как-то они, не знаю, не привлекали меня. Я подумал, что это какой-то очень гиковский девайс. Но вот они, видимо, как-то очень хорошо разрекламировали вот эту металлическую серию, что я подумал, блин, я вот хочу. И я вот... И в итоге мне как-то раз, я, видимо, так много своим там друзьям, знакомым говорил о своих хотелках, и мне дарят тоник. Ходил, всем показывал, вот, смотрите, типа, одна такая тоненькая микросхема, и какой мощный выхлоп, типа, там, подключал на большую акустику какую-нибудь, и люди такие, типа, вау, да, это, конечно, такое у всех, мне кажется, у меня тоже был такой дикий восторг, просто детский, когда это все появилось. Как 35-й у тебя оказался? Все покеты из как раз этой металлической серии, и все три были подарены на дни рождения 3 года подряд. Да. Вот такое, да, совпадение. Но, тем не менее, мне вот хотелось какой-то экзотики прям вообще. И я вот когда узнал, что, когда вот уже пообщался целый год с тоником, узнал, что есть такой вот еще девайс, 35-й PO, что у него какой-то просто там запредельный функционал. Плюс, поскольку я пою время от времени, он завязан на 35-й, в основном на работе с голосом, хотя не только в основном, об этом я расскажу чуть позже, то я подумал, вот, да, надо взять, попробовать что-нибудь с ним поделать. Ну, как взять? Я попросил свою супругу, она мне его подарила. Вот это правильно, когда подарки к месту. На мой скромный взгляд, это самый функциональный и самый недооцененный из всех покетов. Реально. Потому что даже если брать в расчет
ограниченность именно вот каких-то таких, наверное, аппаратных ресурсов, которые есть у всех покетов, ну, вот я имею в виду, это маленькая микросхема, там ограниченность чипов, в 35-й запихнули, ну, наверное, столько всего. Кстати, его еще классно же использовать как солирующий инструмент. Вот я про 35-й. Да. То есть можно соло Да. прямо играть в гамме в определенной, в тональности. И всё, Да, кстати. в принципе, об этом я тоже расскажу. Вообще, 35-й Pocket у меня вызывает особые чувства, в первую очередь по той причине, что за последний год я узнал, что как минимум там 3 знакомых из русскоязычной тусовки, которые владеют устройствами Teenage Engineering, они продавали 35-й Pocket, потому что они не могли найти ему применение, не могли разобраться в нем. И меня это расстраивало, потому что как же так? Я подумал, вот я в нем вообще раскрыл для себя, по крайней мере, весь его потенциал, используя там, сям, и люди не могут понять, куда его применять. Я могу, наверное, и понять их опасения, потому что, во-первых, в основном люди видят его как вокодер, что-то наподобие там, преобразования голоса, как у Daft Punk, и не всем может нравиться такой тембр. Наверное, вот как раз обилие функций, обилие вот каких-то скрытых функций, вот этих всех комбинаций клавиш, может быть, людей это отталкивает. Хотя, на самом деле, там все предельно просто, все комбинации клавиш, они простые, понятный интерфейс, он осваивается, если читать хорошо инструкцию, там, за неделю максимум, Ну да, я да, считаю. это быстрый ход. Но я все-таки, наверное, отойду от инструкции и постараюсь какие-то свои фишки рассказать. О них чуть позже. Сейчас я пока попробую ответить на вопрос, который возникает у многих людей как раз, куда применять этот покет. Да, вот расскажи про свой опыт. Сейчас я тут включу турборежим. В первую очередь можно применять в цепочке, как и других секвенсоров, как и в качестве живого инструмента. Я имею в виду, если не использовать паттерны. И в цепочке других каких-то секвенсоров он в первую очередь может выступать как бас. То есть здесь довольно простой звук. Можно просто сказать букву и из этого делается бас. Выбирается FX номер 8, он называется Synth. И ставится pitch поменьше. Вот и готов вам бас. Вы его программируете. Пожалуйста, втыкайте рядом другие покеты, можно другие какие-то синтезаторы. У вас уже есть готовый бас. Можно его использовать как лид. Не знаю, не очень отличается от баса, но если, опять же, речь идет о разнице в высоте звука, то мы банально повышаем pitch у него, и он у нас используется как какой-то лидирующий инструмент. Поскольку, как уже ранее было упомянуто, в нем также заложена функция драм-машины, которая в целом по своей задумке перенята от 32-го тоника, поскольку, как мы знаем, это один и тот же человек и одна и та же компания разрабатывали, точнее, принимали участие вместе с Teenage Engineering в разработке этого покета, то его можно использовать просто как вторую драм-машинку. И он отлично справляется с этой функцией, несмотря на один нюанс. Если сравнить его с 32-м тоником, есть некие ограничения. В 32-м тонике есть несколько голосов. Можно одновременно, допустим, там делать бочку, снейр, там хай-хет и так далее. По-моему, как раз их 4 голоса. Да, 4 дорожки, да. 4 дорожки. Здесь, к сожалению, только одна дорожка, поскольку уместить сложно было все. Но этого более чем достаточно, чтобы эта малютка была самодостаточным музыкальным инструментом. То есть, если комбинировать все функции, которые у нее есть, можно записывать бесконечные последовательности и делать целые треки из этого. Классно, И, да, слушай, как я уже классные ранее у тебя упомянул, пробежки на FX происходят. Вот. Об этом, да, я расскажу, потому что когда я перейду к фишкам, это моя одна из самых любимых фишек по пробежке по FX. Сейчас, прости, я перебью. Я просто хотел сказать, что у него 2 голоса все-таки. У него как бы драм и еще голос синта. Да. Я имею в виду именно у драма один голос. У драма, да. Так вот, и да, его можно, как ты раньше сказал уже, Паш, его можно использовать как вообще музыкальный инструмент, то есть держать в руках и играть как на пианино, то есть возьмем какой-нибудь, не знаю, такой звук.
Да, прямо какой-то бах пошел. Интро очень правильно упомянул Марк. Зачем нужна электрогитара, если у тебя есть 35-й покет? И вообще область применения совершенно безгранична, поскольку у него очень уникальный тембр, получается, звучание. За счет вот этого, как упомянул Альпака, гранулярного синтезиса, можно делать какие-то невероятные вещи в плане шумооформления как и своих треков, как и, может быть, саунд-дизайна, там, не знаю, компьютерных игр, кинофильмов. Можно генерировать целых персонажей каких-то голосовых. То есть там R2-D2 можно воссоздать на нем, грубо говоря. Можно создать какого-то вообще нового персонажа, который какие-то звуки там такие вот издает за счет как раз каких-то таких пич решений и сдвига по формате вот этого. Перейду к фишкам, что, собственно, за те годы эксплуатации покета мне удалось интересно найти. Как я уже ранее сказал, я не буду говорить вещи, которые описаны в инструкции, расскажу про свой экспириенс. В первую очередь, если мы работаем с каким-то вокальным, голосовым, фразовым паттерном, то есть такая фишка. Сейчас я что-нибудь запишу, потому что, мне кажется, вокально ничего не записано. Ага. Это я говорю. Это я говорю. Что интересно? Это я говорю. Если, когда у нас есть вокальный сэмпл, мы возьмем параметр, откроем опцию Trim, это нужно нажать на FX. Ага. Вот у нас FX переключается между тон и Trim. И мы сдвигаем Trim, правый регулятор сдвигаем на 0, то у нас получается, который отвечает за скорость. Можно из вокального вот этого сэмпла сделать просто синтезатор. И дальше, что интересно, мы можем двигать уже левый ползунок, который отвечает за точку старта. И получаются такие интересные звуки. Сейчас, секунду. Это я говорю. Слушай, прям перемотка какая-то получается. Да, типа того. Очень классно. Опять же, какие-то вот можно создавать совершенно новые текстуры из вокала, чтобы использовать их уже там, в своих композициях в качестве каких-то эффектов. Вот, то есть я программно в том же там Ableton Live, не знаю, мне это сложно будет реализовать, поэтому вот эта железка, она прям помогает. Очень важный момент касаемо вообще принципа записи, что здесь характер конечного звука определяется исходным сэмплом. То есть я, например, записывал синтезатор какой-то просто из компьютера, и у него есть, был он такое начало, какой-то фейд, потом он идет дальше, нарастает сильнее и угасает. И вот такой звук будет у вас и здесь. Это всегда именно в плане вот какой-то креативности нужно держать в голове. Сейчас покажу, что я имею в виду. У меня есть звук под номером 8. И выберем режим ретро. Что вот важно, про режим ретро я сейчас остановлюсь немножко. И вот мы слышим, как звук, он начинает нарастать, меняться. Но при этом он звучит совершенно по-другому, не так, как он изначально звучал на компьютере. И вот это, я считаю, фишка, то, что ты сам формируешь характер финального звука. То же самое касается, например, если мы хотим сделать какую-то секвенцию, скажем, под метроном, возьмем, допустим, паттерн номер 14 и что-нибудь настучим. У нас получается какая-то непонятная каша, но если мы переключимся в режим синтезатора, у нас уже есть полноценная секвенция какая-то, которую мы можем уже записывать прямо-таки поверх вот этих вот барабанов. Попробуем. Суть, в общем, в том, что таким образом как раз мы можем звук немножко резать уже на этапе его записи. Касаемо эффектов, вообще самый мой любимый эффект — это эффект ретро. Потому что у него возникают какие-то интересные артефакты, особенно на высоком питче. Я вот делал некоторые паттерны с ним. Вот что это? Я записал просто кусок голоса
Ага, да И у ладно. него идут какие-то непонятные такие волнообразные перепады. Типа как кольцевая модуляция, не знаю, что вроде того. Всякие вот такие вот штуки. Вот этого питча изначально в звуке, который такой... Этого не было. Вот этот тоже голос твой записан? По-моему, это была просто какая-то, типа, и все. Я там уже делал чисто 2-3 ноты, запрограммировал, Очень и они между собой, вот у них какой-то получается странный переход такой. Ага. И вот эта штука, она работает только вот на эффекте ретро, именно где-то на повышенном питче. И это какой-то вообще непонятный артефакт, но он очень интересный. И вот можно как раз использовать для таких вот звучков каких-то. А на какой кнопке ретро-эффект? Ретро находится на кнопке 3. Да, третья кнопка. Он, по сути, я так понимаю, это какой-то, ну, видимо, возможно, low-fi фильтр, который там какую-то вот кольцевую моделяцию подключает. И за счет этого вот вылезают всякие такие интересные артефакты. Насчет лайв выступлений. Что я использую? Смена тональности на ходу. У нас играет на определенной тональности паттерн. Мы можем, зажав кнопку паттерн, и если крутить левый тумблер, менять тональность прямо на ходу. Но она меняется только когда мы ее отпускаем. Сейчас. И таким образом мы как будто бы меняем аккорд, если выражаться совсем. И обратно. Вот. Касаемо живой игры, если на инструменте, то мне очень нравится использовать вообще легато. То есть здесь же ты когда зажимаешь какую-то ноту, какой-то ты активируешь сэмпл, потом, если ты не отпускаешь первую ноту и начинаешь играть другие, у тебя активируется режим легато, то есть ты переходишь на другую ноту, но если ты отпускаешь ее, то возвращается на первую. Всякие такие штуки, короче. Если наловчиться, на самом деле, эту штуку ты вот все, встаешь на сцене и играешь. И тебе больше ничего не нужно. Да, и да, она и формируешь уникальные звуки совершенно. Еще пару фишек. Касаемо эффектов на лету. То, что вот ты подметил, то, что мне на самом деле очень нравится использовать вживую смену эффектов. Не сколько даже эффектов, сколько... Тут есть несколько принципов синтезиса звука. Они вот там по цифрам 5, 6, 7 и 8 находятся. И вот если их наживую менять, то получится довольно прикольные такие фишки, как были, например, там, звук очень похож на какие-то резкие скачки с синтезатора на синтезатор, как были там у Daft Punk или у Justice. Ну, в общем... На что хочу обратить внимание здесь. У самого покета есть два ряда эффектов. Как раз таки первые два, точнее, извиняюсь, ряда. Это как раз ты меняешь принцип синтезиса звука, а два нижних ряда это уже непосредственно эффекты, мастер-эффекты, которые влияют и как и на барабаны, так и на синтезатор. Что важно, что я заметил, они работают независимо друг от друга. То есть, если ты будешь зажимать эффекты верхнего ряда и эффекты нижнего ряда одновременно, они будут работать одновременно. То есть... Получается, это тоже как-то разработчики проработали, и это очень круто, это позволяет делать какие-то совершенно невероятные креативные штуки. Вот это, Саш, классная Вот, находка, потому что я даже что-то, даже у меня не было шансов, по-моему, такое разузнать, что они одновременно работают. Я узнал случайно буквально неделю назад. Просто я Круто. тыкал, и вот, да, наткнулся на это. Очень крутая вещь. И последняя фишка, о которой хочу сказать, это она есть, кажется, и в 32-м тонике вроде бы. А когда у тебя выбрана 16-я кнопка, 16-я кнопка это у нас идут барабаны, ударки, то если ты зажимаешь какую-то одну ноту,
она мьютирует, заглушает всю партию ударок. То есть покажу. И за счет этого можно вживую какие-то делать переходы, типа небольшие, может быть, паузы в ударных инструментах. Наверное, все, что я хотел рассказать по 35-му покету. Слушай, Саш, да, классные находки, реально, вот я каких-то вещей и не знал, вот мне очень понравилось, как ты настучал ритм, и он превратился реально в такие какие-то звуковые акценты, можно сказать. Да, и границ этому нет Да. вообще. Вот есть внешний звук, есть преобразователь. Все, дальше ваша фантазия. Мгм. Все. И бесконечность. Очень круто, очень. Кстати, еще по поводу мьюта, если ты находишься на каком-то звуке, не на драмах, и хочешь заглушить всю дорожку драмов, то можно зажать саунд и зажать кнопку 16, то есть сам драм. И тогда драмки... Круто, вот это я не знал. А вот можешь сейчас сыграть? Просто. И вот зажми саунд. Реально работает, да? Да. Да, я понял. По сути, то есть, если нажимать саунд и кнопку 16, он же воспроизводит сэмплы. Да, он первый сэмпл из берет, 16 да. кнопки. Зажимается вот эта кнопка саунд и 16. И да, ударки имитируются, заглушаются. Круто. Примерно так. Вау, слушай, Саш, спасибо тебе за такую подробную информацию, реально прямо изучил. Вот не зря тебе его подарили, видишь, ты как досконально вообще углубился. Это личная боль моя, скажем так. Я просто до сих пор задаюсь вопросом, почему люди его продают, ведь это уникальный девайс, он самый недооцененный из всех покетов. Да, я считаю. да. Ну, надеюсь, что кто-то взглянет на это по-другому после нашего эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, Саш, тебе же можно будет писать там в инстаграмчик или еще куда-то? Конечно, конечно. Вот куда я, угодно. кстати, сейчас покажу Сашин инстаграм, он делает классные вещи, поэтому обязательно заходите. Сейчас, секундочку, забью. Так, у меня есть кнопка перехода. Вот она. Вот посмотрите, как все прямо классненько. Да, ты же еще монтажом занимаешься, прям все это заморачиваешь, всякие моушен. Есть немного, да. Да, поэтому вот очень рекомендую. Марк, скажи, как там чатик вообще? Бежал, не бежал? Может, какие-то вопросы были? Чатик заслушался, все на месте, в основном, я так понимаю. Трикстер пишет, до сих пор не понимаю голос Noise. Голос Noise крутой, он позволяет заполнять паузы, на самом деле. Если делать из него какие-то звуки, то он скорее как пауз такой, он делает белый шум. Согласен. Да, еще, кстати, вот эти все шумовые эффекты, они именно вот этот белый, шум, noise, можно подмешивать в секретных функциях спика, у него же есть секретные функции. Да, там что-то есть такое, да. Да, и там тоже классные всякие детальки. И, кстати, вот отключение метронома тоже некоторые, знаешь, спрашивают, а как отключить метроном? Да, в секретных функциях, Да. опять же, он отключается. Да, это вот вопрос. Я не знал. Вот, теперь будешь знать. Внезапно. Не зря на стрим зашел. Секретные функции, я тогда ссылку сейчас тоже скину. Ну, отлично. Саш, давай тогда посмотрим твой лайв, джем, точнее, джем, да, это. И потом ты не отключайся, еще с тобой поговорим по поводу того, что ты там использовал и вообще. Да, конечно. Бездельники,
напролет, нет дела, ночи напролет, нет дела, ночи напролет, нет дела. Пушка! Ха-ха, Саша! Ну ты вообще, конечно, мастер. Очень классный джем. Да, расскажи, пожалуйста, как... Спасибо. Да, Спасибо. как ты его вообще создал? И вот я еще слышу, ты там подмешивал, да, как раз голос вокодера из спика. Если начать с голоса, то я изначально как раз-таки записал вокал, и уже, наверное, потом его перегонял в Pocket, и уже из Pocket его воспроизводил. Вот. И уже поверх этого вокала я, получается, пел. Ага. Вот, примерно это так было. Вот. В остальном Pocket я постарался там показать какие-то фишечки, о которых я упомянул. Вообще, выше, слушай, которые... долго ты репетировал-то? Да, долго. Сложно. Одним дублем все снять, типа там вот все это, да, с монтажа, ну да, так. Кстати, тебя же снимают еще, да, параллельно? Да, это моя супруга снимала. Да, не замучилась она с тобой? Вы же, наверное, не одним дублем это сняли. Да, много, очень много. Самая большая была проблема, то, что я буквально в начале, когда надо включить 35-й Pocket, не попадал в долю. Вообще. Да, есть такое. Я буквально ошибался вот на доли секунды, вот, потому что, когда ты поешь, ну, ты сконцентрирован на голосе, вот, и рука, типа, тянется уже к Pocket, уже держит его, и только когда заканчивается вот вокал, надо нажимать сразу на кнопку, и у меня вот мозг немножко не успевал, тупил, вот, и, в общем, все, да, это... Да, кстати, у меня тоже такая проблема, потому что хочется всегда нажать play, ну, в такт, то есть на первую долю, а в покетах есть такая тема, что ты должен чуть-чуть заранее это сделать. Вот прям вот вообще там прям вот миллисекунды, да. Да, чтобы он уже в новый квадрат вошел в нужном темпе, а если опоздал, то как бы, да, дроп продолжается, яма точнее. Да. Да, вот тут как раз пишет, вот это человек, влюбленный в свое дело, вот Арам нам пишет, видишь, как считалось, очень классно. Вот да, человек открытия пишет, все в восторге, круто. Спасибо тебе, Саш, да, за уделенное время и что записал такой шикарный джем и подготовил вообще такие тонкости, изучив Pocket. Это, конечно, бесценный опыт. И что с нами со всеми поделился, уверен, это будет полезно будущим обладателям 35-го спика, если кто-то его приобретет. Спасибо, я надеюсь. Ребята, покупайте Pocket, вообще не задумывайтесь даже, это один из лучших покетов. Да, и, кстати, вот по поводу покупки, сейчас в Music Mag 10% скидка по промокоду SamplicProst, поэтому вот можете обновить там свой сетапчик. Я вспомнил все эти приколы, вот пиво 35-го, ну, спика, и так захотел вернуть его. Да? Зачем я его продал? Ну, видишь как, Марк, теперь есть к чему стремиться. Да. О, у нас, смотрите, Трикстер подключился в Waiting Room. Давайте его подключим, ну-ка. Так, Кирилл, привет. Да, привет. Видел лайв Саши? Видел. Это бесподобно. Я преклоняюсь перед твоим талантом. Я, в свою очередь, тоже перед твоим... Я бы так не смог, короче. Вот, да, так сделал. Это прям просто вышка. А я бы не смог, как ты так. О, ну все. Ну все молодцы большие. Не знаю, Эльпака, наверное, уже отдыхать пошел, маленький ребенок, но ладно. Очень крутой тоже лайв. Да, и спасибо Игорю. Очень душевный прям.
что успел подготовить все, и тоже знаю, что все заняты, поэтому здорово, что так все собрались. Ребят, ну что, давайте тогда прощаться. Саш, спасибо тебе еще раз. Кирилл, тоже спасибо. Давайте еще как-нибудь найдем общую тему и сделаем еще какой-нибудь стримчик. Тоже будет здорово, не лишним как бы для опыта. Обязательно. Для опыта, для развития. Ну, здорово. Ребят, все, рад был видеть. Саша, до новых встреч. Пока. Все, переключаюсь. Вау, ну что, ребятки. А Марк, не знаю, хочешь, может, помахать нам ручкой? Ты как, одет там? Да, конечно. Сейчас увидите, кто нам помогал весь вечер модерировать чат и отвечать на вопросы. Еще рано. А давай, махай. Всем привет. Да, это Марк. Hello, everyone. Да, я забыл сказать, если вы не видели первый наш стрим, который прошел на канале Teenage Engineering, вот, тоже посмотрите. Марк, тогда закинь, пожалуйста, тоже в чатик ссылку, если кто не видел стрим, там тайм-коды, все прописано для удобного перемещения по стриму, так что смотрите интересную тему для вас в описании и переключайтесь. Все, ребят, всем спокойной ночи, спасибо большое, что были на стриме, увидимся в следующих эфирах, всем пока-пока. А я немножко поиграю.